Всем привет! Сегодня пекла хлеб на закваске, пекла в рукаве. Перед этим хлебом я пекла хлеб в рукаве на дрожжевом тесте. И многие в комментариях спрашивали у меня, а можно ли таким же способом выпекать хлеб из теста на закваске? Оказалось, можно. Вот такой получился хлеб. Когда он остынет, я покажу, какой он в разрезе, расскажу, какой он на вкус, но это будет в конце видео. А сейчас давайте посмотрим сам процесс приготовления этого хлеба. Это у меня моя закваска, мой стартер стопроцентной влажности, который был покормлен ровно сутки назад. Для замеса теста мне понадобится 2-3 столовые ложки моего стартера. Выкладываю стартер в дежу тестомеса, добавляю воду, добавляю 20-30 грамм растительного масла, у меня рафинированное оливковое, выкладываю просеянную пшеничную муку, у меня пшеничная мука первого сорта, добавляю чайную ложку с верхом соли. Замешивать тесто буду в тестомесе минуты 3. Для ручного замеса времени понадобится несколько больше. Вот такое тесто получилось после вымешивания в тестомесе. Это тесто средней консистенции клейковины. В процессе замеса гидратацию теста я не корректировала. Тесто получилось достаточно мягким, но к рукам совершенно не липнет. Выкладываю тесто в миску, немного смазанную растительным маслом. Сверху на тесто можно капнуть несколько капель масла. Я это делаю для того, чтобы тесто сохраняло влагу в процессе расстойки, поскольку оно будет растаиваться у меня всю ночь. Миску с тестом накрываю и оставляю на расстойке минимум на 8 часов. Тесто простояло у меня на расстойке чуть больше 8 часов. Сейчас лето, тепло, тесто очень хорошо подошло, увеличилось в объеме раза в 3, не меньше. Рабочую поверхность хорошо присыпаю мукой. Вот посмотрите, какое получилось тесто после расстойки. Воздушное, пышное. Выкладываю тесто на рабочую поверхность. Тесто мягкое, практически совсем не липкое. Еще немного теста подмешиваю, собирая его края к центру. Если вы изначально будете замешивать это тесто без машины, вручную, то месить его, как и любое другое тесто, нужно примерно минут 10. Тесто после вымешивания должно получиться однородным, гладким. К рукам оно практически уже липнуть не будет, но при этом должно оставаться мягким. Готовое тесто округляем. Телим тесто пополам. Это будут 2 булочки хлеба. Запекать хлеб я буду в рукаве, и чем меньше размер хлеба, тем легче будет его поместить в рукав. Каждую часть теста скатываем в колобок, и теперь будем придавать хлебу желаемую форму. У меня это будет 2 батончика. В своих роликах я не раз показывала, как я формую хлеб. А сейчас я просто предлагаю посмотреть, как я формую хлеб и как укладываю его в рукав. Я думаю, слова тут здесь никакие и не нужны. Отправлю заготовку на противень и точно таким же образом сформую вторую булочку хлеба. Вот так разместила заготовки на противне и оставлю их на расстойке часа на 1,5–2. Подожду, пока заготовки не увеличатся в объеме минимум в 1,5 раза. Заготовки у меня растаивались около 2 часов.
Отправляю заготовки на выпечку в холодную духовку, выставляю температуру 180 градусов по Цельсию и выпекать хлеб буду минут 45. Хлеб нужно сразу же освободить от рукава. Делайте это аккуратно, потому что все это очень горячее. Остужать хлеб желательно на решетке. В крайнем случае, если нет решетки, остужайте на доске. Хлеб остыл. Вот так он выглядит. Румяный, ароматный. Но корочка у этого хлеба получилась несколько жестковатой. Корочка у хлеба, конечно, очень хрустящая. Желательно есть этот хлеб на следующий день после выпечки. Хорошо бы подержать его часов 12 в целлофановом пакете, либо в хлебнице, в керамической или глиняной, где нет доступа воздуха. Тогда хлеб станет мягче, правда, без хрустящей корочки. Такой хлеб больше подойдет для первых блюд. Ну и посмотрим, какой хлеб в разрезе. Структура у мякиша пористая, упругая. На момент этой съемки я уже хлеб попробовала, съела корочку. Хлеб очень вкусный, хотя корочка, конечно же, жестковата. Я-то наоборот люблю такую жесткую корочку, но думаю, это не всем понравится. Для первых блюд этот хлеб, конечно, отличный. Одну буханочку я оставила, мы ее будем есть сегодня, в день выпечки. А вторую буханочку я завернула в целлофановый пакетик и отправлю его на ночь в холодильник. За ночь, я думаю, корочка у хлеба станет мягче. Вывод сделала для себя такой: наверное, на закваске этим методом хлеб выпекать не буду. Ну, для меня это несколько хлопотно. Да и, честно говоря, жалко на это рукав тратить. Хотя очень рада, что я попробовала это сделать. Прибавилось еще опыта в хлебопечении, и это очень хорошо. Поделилась своим опытом с вами, хотя лучший опыт – это собственный. С вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, удачи в хлебопечении и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.